Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Электричество и кондиционеры – новый признак элиты в Европе. Спотовые цены на электроэнергию в Европе подскочили на 20%. Из-за аномальной жары в Германии уже погибли порядка 12,5 тысяч человек, сообщили в Минздраве ФРГ. Борис Леонидович, а что, собственно, происходит? В чем проблема с электроэнергией? Почему банально на эти нужды не пустить газ? И как там с накоплением-то? Давайте вот еще раз. Что касается Европы. Ребята решили восстановить каменную стену или какой там железный занавес. Вот, собственно говоря, можно наблюдать, как резвятся эти замечательные европейцы. Что у них получается? Академический интерес, да, должен быть, поскольку те ошибки, которые делают они, ни в коем случае не должны допускать мы. Понятно, что в Европе другой климат по сравнению с Россией, но Россия велика. Если мы смотрим за тем, что происходит во Франции, давайте климатические условия перенесем на Краснодарский край, Ставропольский край, на Крым, получим, что нужно присматриваться к тому, что у них происходит. Просто, чтобы не повторять ошибки, потому что это слишком дорого. В Европе происходит жара. Да, она аномальная, да, 4 волны они уже пережили, наступает пятое, лето еще не закончилось. Нагрузка на энергетику действительно более чем серьезная. Объединенная энергосистема Центральной Европы, НЦЭ, давайте на ней сосредоточимся. Понятно, что есть еще отдельная энергосистема Северной Европы, но в Северной Европе, в Норвегии, которая в состав Евросоюза не входит, каких-то больших катаклизмов не произошло. Происходят катаклизмы малого масштаба, которые отражаются в основном на Англии. На Англии, поскольку 3 кабеля идет из Норвегии, самые протяженные в мире энергокабели, и, соответственно, Норвегия, где основное производство электроэнергии – это гидроэлектростанция, да, засуха, да, выработка снижена, ну, соответственно, отключаем мы отнюдь не себя, что Англия с этой стороны тоже чувствует. Что происходит, ну, давайте, с атомных электростанций, я не знаю, почему они в центре внимания. На всякий случай, ни на одной из атомных электростанций по шкале ИНОС ничего не происходит. ИНОС – это шкала радиоактивной опасности, везде строгий ноль, никаких проблем в этом направлении нет, поэтому напрягаться особого повода не вижу. А что происходит? Обмелели и сильно обмелели в 2-3 раза по сравнению с обычным сбросом, снизился поток воды в Рейне и в Дунае. Дунай, напоминаю, это более 20, каскад ГЭС более чем из 20 генерирующих объектов, начиная от Германии, заканчивая Румынией. Проблемы везде. Проблемы сейчас невозможно оценить, поскольку гидроэлектростанции в НЦЭ, в Объединенной энергосистеме Центральной Европы, используются для регулирования. Во-первых, переключать сброс с холостого на гидроагрегаты – это быстро, это просто, это надежно. Вот в таком режиме они и используются. Пиковые часы сброса выводим гидроэлектростанции на максимум. Ночью сброс не требуется, можно поднакопить воды. Если какие-то проблемы возникают в течение дня, опять включаем гидроагрегаты и так далее. Поэтому на самом сайте НСА итоги работы гидроэлектростанции подводят с задержкой месяца 2, потому что надо собрать статистику, у кого что получалось в течение суток, в течение недели и так далее. Здесь индикатором, на мой взгляд, можно считать гидроэлектростанция «Железные ворота 1 и 2», так называется, это нижнее течение Дуная, это граница Румынии и Сербии. Это каскад, железные ворота 1 более мощная электростанция, выше по течению, ниже по течению контрплотина, гидроэлектростанция железные ворота 2. Вместе они более 2,5 гигаватт мощности, выработка сокращена на 80%. Это более чем серьезно, и тем более для Румынии, поскольку у них возникла проблема еще и действительно с атомной электростанцией Черновода. Напомню, там работают реакторы на тяжелой воде Канду-6, Канду, Канада, дейтериум, ураниум, 2 раза по 750 мегаватт. Сегодня, 13 августа, остановлен второй блок. Причина – просто нет воды. Так получилось.
Система водообеспечения атомных электростанций, их можно решать по-разному. Самый простой, самый дешевый вариант – прямое охлаждение. Если станция стоит возле реки, выше по течению берем прохладную воду, отправляем во второй контур. Это не касается первого контура радиоактивного, именно во второй. Теплообменник, превращение воды в пар. Проходим через турбину, вращаем, вырабатываем электроэнергию, пар конденсируется, и горячая вода сбрасывается ниже по течению. Никому не мешает, все очень удобно. В том случае, если впервые эти ограничения возникли во Франции около 5 лет назад, проблема связана с тем, что если вода в реке слишком теплая, дополнительные объемы горячей воды – это смерть флоры и фауны, растений, рыбной живности и прочего-прочего. Соответствующее Министерство природы называются по-разному, но функция одна и та же. Есть пороговое значение температуры реки, превышение которой сброс надо прекращать. О чем сообщает руководство атомных электростанций, и те планово либо снижают мощность, либо доводят ее до нуля. С тем, чтобы, разумеется, не нарушить никакие технологические процессы. То есть проблемы как бы две. И одна иногда переходит в другую, что мы наблюдаем на атомной электростанции Пакш в Венгрии. Первое ограничение было в июле именно из-за превышения температуры воды в Дунае. До плюс 31 поднялось, куда-то еще горячую воду добавлять. А дальше эта проблема переросла в то, что в Дунае не стало воды. Ее просто не хватает для того, чтобы работали турбины корректно. И ничего здесь не сделаешь. Везде, где вот такие проблемы речные были, мы это наблюдаем в Румынии, мы это наблюдаем в Венгрии, мы это наблюдаем в Словении. Причем в Словении это не Дунай, а его приток река Сава. То есть это касается, проблема жары касается не только Дуная, но и всего его бассейна. Это достаточно серьезно и достаточно больно. Что еще на фоне жары? Жара – это антициклон. Антициклон – это перемещение воздушных масс на минимальном уровне. Ветра нет, в переводе с метеорологического на русский. Выработка на континентальных ветроэлектростанциях резко пошла вниз. Просто нет ветра. Хочется лопастями махать, но на них никто не дует. Проблема, да, проблема. Там, где есть морские электростанции, там проще. Бриз никто не отменял, утреннее, вечернее. Здесь снижение просто не фиксируется, вроде бы все в порядке. То есть ветроэнергетика наземная страдает, ветроэнергетика морская работает вполне корректно. Это тот запас прочности, который у них в наличии остался. Солнечные электростанции. С одной стороны, да, падение коэффициента полезного действия никто не отменял при нагреве поверхности панели, не воздуха, а вот конкретно панели выше 25 градусов, начинается снижение КПД. Физику не обманешь, это так. С другой стороны, антициклон – это отсутствие облачности, соответственно, инсоляция на максимуме. Световые дни летом продолжительные, минус на минус дал плюс. Солнечные электростанции выработку электроэнергии не снизили, в некоторых странах даже умудрились поднять. Тоже дополнительная такая страховка. Теперь, вроде бы все перечислили. Вернемся к Франции. Время от времени про нее пишут. Остановлено 13 блоков с 57, то есть порядка 20% атомной генерации потеряли. Здесь нет проблем с отсутствием воды, но проблемы с температурой есть. Все атомные электростанции, которые работают на прямом водоохлаждении, вынуждены либо снижать мощность, либо останавливаться полностью. Потери есть. Для самой Франции опасно это или нет, здесь есть статистика, она достаточно корректна. В прошлом году потребление электроэнергии 580 миллиардов киловатт-часов, при этом 85 миллиардов киловатт-часов ушло на экспорт. И если посмотреть, как в прошлом году работали газовые электростанции, коэффициент использования установленной мощности 21%. То есть запас прочности у самой Франции огромен. И потеря вот этих 20%, да, очевидно, что есть и снижение выработки на гидроэлектростанциях, но Франция застрахована. Что происходит с ее соседями, вот те самые 85 миллиардов киловатт-часов, здесь уже понятнее. Та дополнительная проблема, которая у Франции выросла, с которой ЭДФ борется, выявлена эта проблема не сейчас, спохватились вовремя.
километр за километром будут проходить. Во многих крупных городах вместо того, чтобы строить воздушные сети линий электропередач, для городской инфраструктуры это всегда хлопотно, обслуживать столбы надо, были проложены кабельные линии электропередач. Перегрев грунта, перегрев изоляции, некорректная работа кабелей. Это проблема. Кабели прокладывались в 70-е и 80-е годы прошлого века, но такие температурные нагрузки никто не рассчитывал. Приходится тривиально менять кабели. С какой скоростью справиться, ну, будет видно. У ИДФ плановая работа есть. Совпадет ли их планы с тем, что делает матушка природы? Посмотрим. Будем продолжать смотреть, как резвятся вот эти замечательные ребята. Отдельная проблема атомной электростанции Гравелин, крупнейшая на территории Франции, 6 реакторов по 900 мегаватт, 5,4 гигаватта общая мощность. Здесь уже, по-моему, третий раз всплывают в буквальном смысле проблемы, связанные с медузами. Гравелин тоже на прямом охлаждении, но она на берегу моря. Мотив ровно тот же самый. В одном месте берем водичку прохладную, в другое место после турбины сконденсированную горячую воду сбрасываем. Морская живность Северного моря очень любит теплую воду. Медузы ее очень любят. Плодятся они с огромной скоростью. Опять же, матушка природа заложила ему такой режим размножения. И, соответственно, фильтры, которые стоят на водозаборе, просто забиваются медузами в самом буквальном смысле слова. Понятно, что без фильтра морскую воду брать нельзя, потому что тащить внутрь атомной электростанции какой-то морской мусор, и все, что там плавает, никому не надо, без фильтра нельзя. В фильтре у нас сидят медузы. На помощь вызваны моряки с сетями, пытаются отпугивать, пытаются вылавливать что-то еще. 3 блока не работают. Проблема возникает не первый раз. Я думаю, что рано или поздно общими усилиями придумают, что с этими медузами делать. Медузам хорошо, у них тепло, больше им, в общем-то, ничего не надо, поскольку водная растительность размножается, медузам есть чем питаться, ну, вот тоже такой дополнительный эффект. Смотрим, что у нас в России. У нас все атомные электростанции имеют воздушное охлаждение, градирни, так называемый. Мотив до предела простой. Вода второго контура, пройдя в виде пара через турбину, конденсируется и отправляется вот в эти градирни. Специальное устройство для охлаждения воды, с тем, чтобы ее расход был как можно меньше, с тем, чтобы не надо было забирать на технические нужды большие объемы. Используется стародавний физический принцип тяга. Чем выше построена градирня, тем больше тяга. При таком способе охлаждения максимальный эффект, то есть достаточно быстро, просто брызгательные механизмы внутри этой трубы разбрызгивают воду, вверх поднимается пар, вот все красивые картинки атомных электростанций, там всегда рядом высоченные башни, это они градирни и есть. Никакого отношения к радиации они не имеют, они охлаждают воду, такая у них работа. Насколько это огромное сооружение, мы можем сейчас наблюдать при строительстве Ленинградской атомной электростанции 2, высота градирин 179 метров. Можно пересчитывать в каких-нибудь 9-этажках, сколько их там укладывается, мне не очень понятно. Много. Экономно, удобно. Используем. Соответственно, и в Европе все атомные электростанции, где градирни есть, работают совершенно корректно. Никаких проблем не испытывают. И для Венгрии, для Румынии спасательными кругами сейчас являются атомные электростанции Чехии, Словакии. И, как ни странно, атомные электростанции бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Они все с воздушным охлаждением, кроме южноукраинской. Там прямое водоохлаждение, но проектировал комплекс этих электростанций предыдущая цивилизация, подходила предыдущая цивилизация к этому весьма и весьма аккуратно. В комплекте с южноукраинской атомной электростанцией имеется собственная гидроэлектростанция и собственная гидроаккумулирующая электростанция. То есть заставить испытывать проблемы с охлаждением, ну, в общем-то, невозможно. Да, экспорт из Украины идет с переменным успехом. У них на обычных тепловых электростанциях какие-то бесконечные проблемы с кондиционерами, как мы знаем, но атомные электростанции работают исправно.
линии электропередач в полном порядке, подстанции замечательно себя чувствуют, в связи с чем все так, а не иначе. Спрашивайте в другом ведомстве, я за это точно не отвечаю. Режим, ну, приблизительно один и тот же. Ночью снижается спрос на территории подконтрольной Киеву, идет переброска электроэнергии по всем линиям электропередач, прежде всего в Венгрию. Не потому, что есть какая-то особая любовь между Украиной и Венгрией, просто проложена линия электропередач 750 киловольт, максимальный объем можно перебрасывать. Утренний пик электроэнергия зачастую идет в обратном направлении, импорт осуществляет Украина. На территории Украины достаточно большое количество солнечных электростанций, значит, днем есть возможность экспортировать, в вечерний пик идут перетоки в обратную сторону, но сейчас, если посмотреть на сальдо, оно в пользу Украины. То есть отсюда идет экспорт электроэнергии небольшой, ненадежный, но идет. Венгрия сейчас от этого отказываться не может. У нее вообще, на самом деле, самое критическое состояние из всех европейских стран. Венгрия устойчивый энергодефицит. На последние годы 25% электроэнергии, необходимой для удовлетворения внутреннего спроса, импортировалась. При этом атомная электростанция Пакша – это 50% генерации. Сейчас из 2000 мегаватт в наличии 240. И понятно, что в Венгрии ситуация достаточно критичная. Не далее, как сегодня, Петр Мадьер, новый премьер-министр, заговорил о том, что нужно пересматривать проект атомной электростанции ПАКШ-2. С одной стороны, политически это нам неудобно, с другой стороны, технической. В проекте ПАКШ-2 тоже нет воздушных градирин. Сказать, что Мадьер не прав, нет, нельзя. Сказать, что это ошибка какая-то со стороны Росатома, нет, нельзя. Лицензия на строительство подписывается государственным регулятором. Если он подпись поставил, все вопросы к нему. Имеется у государственного регулятора Венгрии возможность обратиться к Росатому как к строящей компании о том, что необходимо пересмотреть проект? Да, имеет. Это не будет звучать как приказ немедленно стройте, переделывайте проект, чтобы появились градирни, но попросить пересмотреть все, что касается режима охлаждения, да, возможность есть. И это действительно серьезный вопрос. На всякий случай напоминаю, что ПАКШ-2 – это реакторы ВВР-1200, срок эксплуатации штатный 60 лет. Соответственно, на 60 лет вперед надо попытаться понять, будет ли достаточно Дуная для охлаждения турбин, будет ли иметь возможность ПАКШ-2 работать при таких температурных нагрузках, которые сейчас Европа наблюдает. Нам по этому поводу волноваться нет никакого смысла. Все возмущение Петра Мадьера, высказанное им вслух и аккуратно перепечатаем нашими ведущими СМИ, это внутренняя проблема Венгрии. Вопросы к государственному регулятору, почему вот с гидрорежимом не все было очевидным образом предусмотрено, это внутреннее дело Венгрии. Если после рассмотрения всех соответствующих процедур будет обращение к Росатому, на это они имеют право. Можно ли переделать проект? Да, можно, поскольку он не касается ядерного острова, поскольку он не касается работы турбинного зала, только охлаждения воды. Так что действительно кондиционеры в этом году не только предмет роскоши, но и предмет для выживания. И здесь совпало то, что вот все перечисленные трудности, отсутствие воды, снижение выработки на ГЭС, на АЭС, на ветроэлектростанциях, перегретые кабеля, совпало, разумеется, с максимальным спросом на электроэнергию. Кондиционеры на дизельном топливе пока еще не разработали, я думаю, неплохое было бы изобретение. В Европе обязательно кто-нибудь к этому приложится. Естественно, возникло множество вопросов к сетям, везде ли они выдерживают такой режим спроса, когда днем неожиданно, если в обычных случаях некоторый спад наблюдается в течение рабочего дня, то здесь лезет вверх спрос. Ну, посмотрим. Интересно наблюдать за всем этим. Главное, учитывать все их ошибки с тем, чтобы ни в коем случае не повторилось в наших южных регионах. Южных регионов у нас становится все больше. Значит, интерес должен быть не только академическим, но совершенно практическим. Вот так делать нельзя, вот так делать тоже нельзя, а вот здесь надо перестраховаться. Да, для любителей точности Кольская атомная электростанция тоже работает без градирин. Мне кажется, это связано с тем, что она находится немножечко в Заполярье.
Поэтому с охлаждением там решили несколько иначе. А так у нас все атомные электростанции градир не имеют, в том числе и Ленинградская, которая, собственно говоря, использует для охлаждения тоже морскую воду, но градир не стоят. Мы медуз плодить не собираемся. Это ближе к французской кухне, мы такое не едим. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика. Инфосылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. В очередной раз напоминаю, что буду рад вашим вопросам, касающимся энергетического комплекса России, а не какой-то Европы. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.